Отдых – это, наверное, самое заветное для каждого человека слово, с которым связаны, наверное, самые приятные мысли и чувства из всех временных отрезков нашей жизни. Об отдыхе мы мечтаем, отдыхом мы наслаждаемся, а когда он заканчивается, о нем вспоминаем и снова мечтаем. Для каждого человека представление о лучшем отдыхе очень разнообразно. Но в общей массе на первом месте всегда стоит отдых на побережье теплых стран, где без сомнения лидирующее место занимает Таиланд. 2 года назад мы побывали на Пхукете, который отличается от той же Паттайи, куда мы едем сегодня, чистыми пляжами и голубой водой. Не знаю, как правильно произносится Паттайи или Паттайи, но я привык называть Паттайя. Не буду вдаваться в подробности, но скажу одно. На сей раз мы имеем практически четкий план по организации нашего отдыха в Паттайе, с учетом многих тонкостей и нюансов. Выбор отеля, посещение самых интересных мест, ну и, конечно, способ передвижения. Уверяю вас, если ваш отдых будет продуманным, хотя бы незначительно, впечатлений и полученных удовольствий будет в разы больше. Итак, мы летим чартерным рейсом из Абакана в аэропорт Паттайи Уттапао. Наверное, из общего времени путешествия, перелеты и переезды к месту отдыха и обратно иногда просто добавляют определенную порцию дегтя в бочку меда. Особенно если лететь 7 часов в набитом туристами как бочка селедкой самолете, где ноги в 20 сантиметрах от сидушки упираются в туалет, а рядом сидит этакая 150-килограммовая тушка, занимающая своими выступающими частями половину и без того сжатого твоего пространства. Представьте. Ну вот, 7-часовая ложка дегтя позади, и мы постепенно окунаемся в блаженство тайской действительности. Отель Газеба Resort Паттайя, который нам обошелся в 74 тысячи на двоих, встретил нас тишиной, уютом и добродушием. Не считая местной кукушки, которая, в отличие от спокойного местного населения, вела себя беспокойно не только днем, но и ночью. Сначала мы думали, что это лягушка, а он на том дереве кричала, сидела. Специально пошли, смотрели, искали. Нет, смотрим, птица. Отель расположен довольно в удобном для нас месте, в 100 метрах от магистрали, проходящей с севера на юг практически через всю Паттайю. Удобным, потому что центральным звеном плана нашего отдыха было посетить все самые интересные места, в том числе и пляжи Паттайи на байке. Для этого еще дома мы на Google карте эти места пометили, а также выбрали русский прокат мотобайков, у которого есть свой сайт и, соответственно, байк можно забронировать заранее. Байк можно арендовать независимо, если у вас права категории А или нет. Просто будет разная величина залога или депозита, которые принимают даже в рублях, как мы и сделали. Хочу сказать, что бояться езды на байке в Таиланде не надо, потому что тайцы ездят хотя и быстро, но очень аккуратно. Если во Вьетнаме, где мне тоже довелось поездить на мокике, практически каждый день доводилось наблюдать аварии, то в Паттайе за все время пребывания не видели ни одной. Единственное, надо просто привыкнуть к левостороннему движению. И все. А так на дорогах здесь все клево. Особенно понравились светофоры, которые работают везде и работают четко. В
зависимости от объема двигателя аренда байка обойдется вам от 120 до 1000 бат в день. 1 бат примерно 2 рубля. На руль Мокика я пришпандорил держатель для телефона. С инета заранее скачал офлайн карту Паттайи, сохранил интересующие места и вуаля. GPS-навигатор работает просто классно. Единственное, не гнать перед поворотами, чтобы успеть перестроиться и не проехать. Наш отель находится на приличном расстоянии от проката байков. Но здесь это не проблема. В Паттайе есть такие своеобразные мототакси, которые можно встретить в любой части города. Это мотоциклисты, одетые в специальные жилетки, в основном оранжевого цвета. От нашего отеля до проката около 7 километров, за которые я заплатил, так скажем, мототакси 120 бат. Если вас будет двое, он увезет сразу обоих. В следующих роликах я вам покажу интересные места и пляжи, на которых мы побывали и которые, я думаю, стоит посетить и вам, если будете проездом в Паттайи.